Всем привет! Сегодня у нас расклад «Какой дар ты получишь от Вселенной?». Давайте в долгий ящик откладывать не будем. Вы все найдете в описании к видео или в закрепленном комментарии. Давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не туда не ушел, чего-то не забыл или сильно не увлекся. А то, как сказать, увлекаюсь сильно и принимаю одну из сторон расклада. Поэтому не предвзято. Какой дар ты получишь от Вселенной? И дар, конечно же, будет, как сказать, эмоциональный, моральный, психологический и прочее, прочее, прочее. Итак, какой удивительный дар. По картам тебе, знаешь, тебе Вселенная даст шанс полностью свою жизнь перезагрузить. Вселенная видит, что ты там устала от того, что у тебя сейчас есть. У тебя сейчас вот что? Работа радости не приносит, отношения душу не греют, дом тебе уже не кажется таким уютным. Ты вот сидишь и думаешь, неужели это все, что мне светит? И вот Вселенная, она тебе полное обновление дает. Как говорится, Вселенная тебя услышала. И это будут не просто там небольшие изменения. Нет, это будет кардинальная перестройка всей жизни. Словно тебе вот предлагают, как говорится, снести старое и построить новое на том же месте. Все области жизни изменятся. Там работа, отношения, возможно, даже место жительства. И вот этот дар, он придет через разочарование в том, что сейчас есть. Ты просто окончательно поймешь, что ты больше не можешь по-старому жить. Да и не хочешь, да и зачем должна. Что там что-то нужно менять кардинально, иначе просто, как говорится, задохнешься от скуки и рутины. И именно вот это разочарование, оно будет толчком к новой жизни. Вселенная даст тебе как силы, так и возможности все заново начать. У тебя появятся, как говорится, ресурсы, которых не было раньше. Новые знакомства двери откроют, новые идеи изменят твой взгляд на мир. Это будет как второе рождение. Но болезненное, но необходимое. Что в тебе притянуло этот дар? Ты своей открытостью и честностью притянула. Ты не умеешь врать, ты не умеешь притворяться. Когда тебе плохо, ты не делаешь вид, что все хорошо. Когда что-то не нравится, ты прям в лоб об этом говоришь. И вот эта искренность, она и привлекла к тебе внимание Вселенной, понимаешь? И ты еще очень справедливый человек. Ты не можешь мимо пройти, когда видишь что с кем-то там поступают несправедливо. Как говорится, заступаешься за слабых, правду в лицо говоришь. Даже если это тебе невыгодно. Даже если потом проблемы будут. Вот твоя душа, она как солнышко. Она светит всем вокруг. Ты делишься своим теплом с людьми, не ожидая чего-то тебе взамен дадут. Ты помогаешь, ты поддерживаешь, ты подбадриваешь, и люди к тебе тянутся, потому что рядом с тобой становится лучше и светлее. И самое главное, ты не боишься правды. Даже если она неприятная, даже если она ломает твои планы, ты максимально правдивый человек.
Ты готова смотреть фактам в лицо и принимать сложные решения. И вот эта храбрость перед истиной, да, она и сделала тебя достойной получить такой вот мощный дар от Вселенной. Потому что, ну, только честный человек может правильно использовать то, что ему дается. Как услышать зов этого дара и впустить в жизнь? Ну, знаешь, сначала тебе придется проиграть. Ничего не дается просто так, и радуйся и живи, да? Кто-то тебя подставит, кто-то тебя обманет, кто-то, как говорится, в спину удар нанесет. И это будет больно и неожиданно. Ты поймешь, что люди, которым ты доверяла, ну, они оказались не теми, за кого себя выдавали. Но именно через вот это поражение ты получишь свой дар. Когда старые связи порвутся, когда вот эти планы старые рухнут, то освободится место для нового. Ты поймешь то, что вот то, что казалось тебе катастрофой, да, на самом деле это освобождение. И после вот этого удара к тебе придут новые возможности. Причем не просто там эфемерные, да, какие-то. Люблю это слово эфемерное. Последнее слово я всем, куда надо, всем говорю эфемерные. То есть не какая-то возможность эфемерная, да, а реально денежки заработать. Совершенно неожиданные варианты, о которых ты раньше даже не думал. Возможно, даже возьмешь вот эти мои колоды, да, будешь там, извиняюсь, будешь там на Авито, на Озоне продавать. Новая работа, новый бизнес, новый источник дохода, не обязательно колоды, да, но вообще. То есть деньги будут приходить легко и быстро. Но, чтобы вот это случилось, ты должна отпустить старое. За токсичных людей, которые тебя предали, не цепляйся. Потому что я знаю, у тебя есть в голове такое: а дам я второй шанс, а дам я третий шанс. Не жалей о потерянном времени и вот этих усилиях, которые ты прилагала к этому всему. Не пытайся восстановить разрушенное. Строй новое. Просто вот прими поражение как подарок судьбы и освободи руки для нового. Твой дар, он тебя ждет уже. Нужно только перестать держаться за то, что уже, как говорится, мертво. Какие горизонты откроются благодаря этому удару? Ну, у тебя исполнятся мечты, о которых ты даже думать боялась. Тут все просто, тут даже трактовать не нужно. То есть те вот самые тайные желания, которые ты вот глубоко-глубоко в душе прятала, считая их там несбыточными или там смешными. И вот Вселенная услышала их, да, и готова воплотить их в реальность. Ты получишь именно то, чего всю свою жизнь хотела, но вот, не надеялась получить. А еще в твоей жизни появится дружба настоящая по этим картам. Люди, знаешь, люди вот с которыми, как сказать, вот без масок, как сказать там. Ну вот появятся, то есть люди, которые с тобой будут без масок, понимаешь? С которыми можно смеяться, как говорится, самым сокровенным делиться, строить какие-то планы совместно. Ты поймешь, что такое настоящая дружба, настоящее понимание. Твоя жизнь радостными событиями наполнится. Там праздники, встречи, путешествия, возможно, да? Сюрпризики. Ты будешь часто собираться вот с этими близкими людьми, да, там отмечать успехи, делиться новостями хорошие. То есть, ты знаешь, ты в свою жизнь примешь, не только деньги, да, а вот как сказать, смех ты в жизнь примешь. Смех настоящий, живые разговоры. Я не знаю, как это объяснить, но ты поняла меня. И вот самое главное, ты поймешь, что такое счастье настоящее. Не вот эта показуха, да, которая всегда у тебя сейчас для других, да, показуха «я счастлива, смотрите все». А вот глубокое внутреннее удовлетворение жизнью придет. Когда утром вот просыпаешься радостная, когда засыпаешь с благодарностью, не плачешь в подушку, а вот реально. Твой каждый день он будет приносить что-то хорошее. И вот этот дар, он изменит не только твои там обязательства, обстоятельства, твою жизнь, но и тебя саму.
Ты станешь человеком, который умеет быть счастливым. Сейчас ты не умеешь быть счастливым. Сейчас у тебя счастье ограничено там лишним килограммом мяса, грубо говоря. Вот, обязательно подписывайся на канал, приходи в проживание, менять свою жизнь в лучшую сторону. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. И бонусом тебе будут доступны скачивания макетов вот этих колод. Можешь свой бизнес затеять. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки-затейницы. А, нет, у нас троечки-затейницы. Двоечки-умнички. Какой дар Вселенная для тебя готовит? Ну, знаешь, по картам это дар быстро резать по-живому и при этом хорошо зарабатывать. Вот как объяснить, не знаю. То есть, давай по-другому скажу. Ты научишься мгновенно сложные решения принимать, которые другие будут там месяцами, а надо, мне не надо, вот эти все скучные люди. Ты как будешь? Вот увидела проблему, сразу нашла решение. Поняла, что человек тебе это врет, сразу прекратила общение. Поняла, что там работа не твоя, сразу уволилась, нашла еще лучше. То есть это будет, знаешь, вот как скорость. Вот нет, не так. Вот знаешь, как вот кто меня на 2х слушает, да, вот скорость принятия решений будет такой же, да, как и 2х. Понимаешь, это будет твоя суперсила. Пока другие там вот эти сомнения, вот эта вся ерунда. А давай я подожду 1 числа. А ты уже впереди с миллионом в кармане бежишь, сияешь и шарик красненький в руках. Понимаешь? То есть пока все взвешивают вот эти за, против, да, нет, скучные такие, которые никак жить начать не могут. А ты уже получаешь результат, удовольствие и деньги. И самое классное, каждое твое решение быстрое, оно будет приносить баблишко. Понимаешь? Вселенная, то есть, даст тебе способность видеть денежные вот возможности, где другие замечают только, а я начну с 1 числа. Вот я не знаю, как это тебе объяснить, но я думаю, ты меня поняла, раз ты меня смотришь. То есть ты будешь как рентген для денег. Сразу понимать, где можно заработать, где можно только потратить. Причем деньги будут приходить тебе не от тяжелого труда, нет, от твоих умных решений. То есть вот смотри, есть вот такие категории людей. Вот смотри, одни жестким тяжелым трудом зарабатывают, да, там продавцы, грузчики и так далее, а другие мозгами. То есть там что-то там придумать, изобрести, где-то там чего-то продать. Вот, это ты. Вторая категория. То есть ты, знаешь, тебе Вселенная дает такую возможность финансово независимой быть. Благодаря своей решительности и скорости. Это вот знаешь, как я тебе по-другому объясню. Не знаю, почему мне хочется тебе объяснить, но я тебе объясню. Смотри, например, вот сейчас вот эти колоды продает всего один человек. И зарабатывает очень много. Прям очень много. В первый день она 100 тысяч заработала. Понимаешь? На колод. Потому что колод нет нигде. Это, как сказать, это не классика, это не вот это все, что распространено, да? Это единично. Единичные экземпляры.
Соответственно, они как горячие пирожки разбегаются. Вот. И у тебя точно так же. То есть ты будешь видеть такие возможности, где, как сказать, взяла, продала, деньги получила. И быстро, без вот этих «я начну с 1 января». Понимаешь? То есть ты умничка будешь. То есть Вселенная дает тебе такую возможность. Ты, как сказать, больше не будешь ждать, когда там муж денег даст на покупки, да? Не будешь, ты сама ему еще можешь дать. Не будешь просить там у родителей помощь, не будешь экономить там на себе ради других. У тебя будут свои деньги, которыми ты сама будешь распоряжаться как хочешь. Причем, возможно, если, как сказать, если быстро решение будешь принимать, то, возможно, будет денег даже ты, как сказать, вот когда, вот я не знаю, как назвать, когда ходишь в магазин и не думаешь, чего сколько стоит, а просто ищешь то, чего тебе надо. Благодаря своему быстрому вот этому принятию решений. Я как мог разжевал, у меня просто в голове вот эти мысли есть, а на словах не знаю, как сказать. Так что в тебе притянуло этот дар? Потому что у тебя изначально способность есть генерировать идеи свежие. Просто ты раньше не пользовался этим. У тебя в голове постоянно рождаются какие-то новые мысли, новые планы, новые способы решения проблем, новые способы заработка и так далее. Ты не пользуешься готовыми шаблонами, а свои придумываешь. Вот это очень важно. Услышь меня. Вот эта креативность, она очень ценится Вселенной. Если на примере объяснить, да, не знаю, почему мне хочется все тебе объяснить. Вот смотри, например, куча народу, прям много-много народу покупают в Китае подешевле, да, например, я говорю, это пример, а продают потом у себя в стране подороже. А у тебя наоборот, ты прям вот не вот по этому шаблону идешь, да, а хитрожопий. Понимаешь? У тебя прям мысли новые планы, как вот горох. Много-много, мешок гороха. Вот это все, весь мешок 50-килограммовый гороха, это все твои мысли. Главное, от гороха не пукай. Вот. И ты еще щедрый человек по картам. Когда у тебя деньги есть, ты не жадничаешь. Там родителям помогаешь, там подругам помогаешь, подарки покупаешь близким. Ты понимаешь, что деньги должны течь, а не застаиваться. И вот эта щедрость, она показала Вселенной, что ты умеешь правильно с деньгами обращаться. А деньги любят таких людей. А деньги не любят людей, которые не пытаются воплотить свои идеи, да, которые вот по реке плывут, как его, по реке плывут, течением жизни плывут, куда пристанет, туда пристанет. Ты не такая, а вот как раз таких, как ты, которая и гребет, и там еще рыбу по пути ловит, да, это образно говоря. Тех деньги любят. И ты вообще не боишься делиться там своими знаниями, своим опытом с другими. Если ты, например, знаешь, как решить проблему, то обязательно скажешь об этом вот тем, кому это нужно. То есть не прячешь секреты, конкуренции не боишься. Ты наоборот. Ты радуешься, когда твой совет кому-то помогает. Поэтому ты умничка, поэтому тебе все больше и больше денег будет, а не тем, кто по течению плывет. Как услышать зов этого дара и впустить его в свою жизнь? Но знаешь, он придет через исполнение мечты. Вот у тебя есть одна заветная мечта, о которой ты думаешь уже давно, но ты боишься к ней стремиться. Тебе вот кажется, что это там нереально, что у тебя сил не хватит или там времени. Но Вселенная, она тебе говорит, что пора действовать, девочка, пора. И знаешь, еще очень важно, начни поступать по справедливости во всех ситуациях. Если вот видишь, да, что с кем-то поступают несправедливо, заступайся.
Если понимаешь, что там сама кого-то обидела, извиняйся, исправляй ошибку. Справедливость, она станет твоим пропуском к дару. Понимаешь? И перестань терпеть то, что тебе не нравится. Если на работе тебя не ценят, требуй повышения, требуй зарплат побольше, увольняйся на крайний случай. Если в отношениях тебя не уважают, условия ставь. Ну или расставайся. Если подруги, друзья тебя используют, прекращай общение. Твой дар, он не придет, пока ты терпишь несправедливость. Понимаешь? И начни решение быстро принимать. Без оглядки на других не смотри. Не спрашивай у всех подряд совета, не ищи одобрения, не жди момента идеального. Увидела возможность, хвать ее, и все, молодец. Поняла, что нужно что-то менять? Меняй. Почувствовала, что твое, да? Бери. Вселенная, только в банке так не делай, да? Почувствовала, что в банке деньги твои, не бери. Ну, я имею в виду ты поняла. Вселенная от тебя смелости ждет. Не осторожности, а смелости. Какие горизонты откроются перед тобой благодаря этому дару? Ну, тут, знаешь, серьезные потери, опять же, нужно будет пережить. Что-то важное для тебя, оно закончится или разрушится. И это будет больно. Ты будешь злиться, плакать. Тебе покажется, что жизнь несправедлива к тебе. Что ты не заслужила такого удара. Но эти потери, они освободят место для нового. После вот этого удара ты полностью поменяешь свою жизнь, прям полностью. И работу сменишь, и, возможно, место жительства сменишь, круг общения, круг друзей сменишь. То есть избавишься ты от всего, что тебя назад тянет. Выбросишь вещи старые, порвешь токсичные токсичные связи с людьми. Откажешься от неподходящего тебе. То есть ты станешь совершенно другим человеком. Не внешне, а внутренне. То есть поменяются твои ценности, поменяются приоритеты, взгляды на жизнь поменяются. И вот то, что раньше казалось тебе важным, оно покажется тебе ерундой. А то на что раньше ты внимания не обращала, оно станет главным, понимаешь? И самое главное, ты поймешь, что потери они были подарком, а не наказанием. Они освободили тебя от того, что тебе мешало развиваться. Возможность дали жизнь заново начать. Но уже с тем опытом и с той мудростью, которая у тебя есть. И благодарна судьбе ты за то, что это произошло. За то, что судьба, она заставила тебя измениться, даже если это было болезненно. Обязательно приходи в проживание арканов, я тебя там буду ждать. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, и также макеты колод на Бусти. Можешь, как говорится, хватать и действовать. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Ну, какой удивительный дар Вселенная тебе готовит. Как всегда, напомню, передо мной бумажка с вопросами, чтобы я куда-то не ушел, куда-то не туда, не отвлекся. Ну, знаешь, это дар избавления от мучительных мыслей. Ты мучаешься сейчас, прокручиваешь в голове одни и те же проблемы, ты заснуть не можешь, потому что думаешь о работе, о деньгах, о том, что подруга сказала. А утром просыпаешься уже уставшая. И
Вселенная видит, что ты тонешь в своих переживаниях, что ты каждый день превращаешь в борьбу. Причем это борьба с собственной головой. Ты каждое слово у всех анализируешь, каждый взгляд анализируешь, каждую ситуацию анализируешь. Ты думаешь о том, что было, там, что будет, что могло бы быть, вот это вот. А что, если бы я? И от этого ты уже с ума сходишь. И вот тебе возможность от Вселенной отключиться от вот этих мыслей. Научиться переключаться с тревожности, да, на что-то другое. Не зацикливаться там на проблемах, а решать их по мере поступления. Не жить прошлым, не жить будущим, а жить здесь и сейчас. И вот этот дар, он придет через обстоятельства, которые заставят тебя перестать думать и начать действовать. То есть жизнь подкинет тебе вот такие события, что некогда будет сидеть и переживать. Как говорится, сейчас ты сидишь, как говорится, ноешь, да? А времени уже больше не будет на это. Придется быстро решение принимать, придется быстро вперед двигаться. И ты поймешь просто, что жить можно гораздо проще, чем ты думала. Что в тебе притянуло этот дар? Знаешь, это ты притянула, знаешь, своим умением легко расставаться со старым. С мужиком, например. Когда ты понимаешь, что там себя вот это что-то изжило, да, уже, ты не цепляешься за это. Одежду ты там старую без сожаления выбрасываешь. Токсичных людей выкидываешь тоже. Работу неподходящую тоже спокойно меняешь. Еще у тебя, знаешь, удивительная способность есть все заново начинать. Вот как ребенок, да, который вот учится ходить, да, он упал, встал, отряхнулся и дальше побежал. Ты не застреваешь в обидах на судьбу, и это очень редко. Ты не тратишь там годы на переживания о том, что у тебя не получилось. Ты просто берешь и начинаешь новую главу жизни. И почему? Потому что ты что? Умничка. Не что, а кто. Вот. То есть ты умеешь радоваться простым вещам. Там солнышку, дождику, шутки. Все, ты умничка. Ты не ждешь больших событий, чтобы там почувствовать себя счастливой. Нет. Ты находишь повод для радости вот в обычном дне. Даже если это день, проснулась, на работу сходила, вернулась с работы. И вот эта легкость восприятия жизни, она очень ценится Вселенной. И самое главное, ты перемен не боишься ни в коем случае. Люди все паникуют, когда что-то меняется, да, а ты воспринимаешь изменения как приключение. Ты прекрасно понимаешь, что без перемен нет развития. И ты готова идти в эту неизвестность, если вот, как говорится, старая больше не работает. И вот эта твоя смелость, она и открыла тебе путь к этому дару. Как услышать зов дара? Знаешь, перестань паниковать каждый раз, когда что-то не по плану идет. Ты вот на данный момент как в клетке. Ты мечешься из стороны в сторону, выход ищешь, нервничаешь. А нужно просто остановиться и спокойно подумать. Понимаешь, твой дар, он не придет, пока ты в панике. Понимаешь? И еще очень важно, начни действовать. Хоть медленно, хоть как, но последовательно. Не пытайся решить вот все проблемы за один день. Иди и, вот как сказать, вот когда кушаешь, я пример тебе скажу. То есть, когда кушаешь, пережевываешь, да, и не сразу глотаешь. Вот так вот. То есть, не хватайся вот за 100 дел одновременно. Выбери одну цель и к ней малюсенькими шагами иди. Не стой, не отходи в сторону. Иди к цели малюсенькими шажками. Каждый день что-то делай для достижения своей цели. Ты знаешь, ты слишком торопишься, и поэтому ты постоянно ошибаешься. Ты хочешь все и сразу, а когда не получается, ты начинаешь паниковать. Но Вселенная же работает по своим законам. У нее свой темп. Нужно научиться ждать и терпеливо работать. И еще у тебя проблема идеальность. То есть, объясню,
Ты от себя постоянно требуешь идеальности. Перестань. Ты вот ошибку боишься сделать, поэтому ты часто вообще ничего не делаешь, да? А потом злишься на себя за бездействие. Лучше сделать что-то не идеально, чем не сделать ничего. Твой дар, он придет через действие, а не через размышления, понимаешь? И жизни научись доверять. Не все от тебя зависит, не все нужно контролировать. Иногда просто, вот как говорится, по течению плывешь и смотришь, куда вынесет. Понимаешь? Что откроется благодаря этому дару? Детская радость. А как по-другому? Никак. Ты снова, как говорится, научишься смеяться от души. Вот, как сказать, это кажется каким-то легким, но это не так. Ну, я имею в виду смеяться от души. Вот эта детская непосредственность, это проработанный шут. В проживании я имею в виду. И вот ты научишься снова по-настоящему смеяться. Мелочам удивляться, там, мечтать о невозможном. Вот это детская радость. Ты перестанешь быть такой вот, как сказать, скупой на эмоции. Серьезный, взрослый перестанешь быть. Поймешь, что жизнь — это же не только обязанности и проблемы, да, но это еще и удовольствие. А еще у тебя друзья, подруги появятся. То есть команды единомышленников у тебя появятся. Люди, которые будут тебя понимать с полуслова. И твои интересы разделять. Готовые поддержать в трудную минуту. И работать вместе будете там над общими бизнесами, там друг другу помогать расти, развиваться. То есть ты найдешь не только людей, да, но и дело, которое будет приносить не только денежки, да, но и удовольствие. То есть, знаешь, работа, где ты сможешь свои таланты проявить, где тебя будут ценить, уважать и каждый день, как говорится, с радостью работать. Понимаешь? И ты научишься жить легко. Без постоянного вот этого напряжения, которое у тебя сейчас. Без страхов за будущее, без вот этих мучительных размышлений. Ты поймешь, что большинство проблем, которые тебе кажутся ужасными, они на самом деле решаемы. Что жизнь, она гораздо проще, чем мы ее там усложняем. И твоя жизнь, она, знаешь, станет похожа на детский праздник. Яркая, веселая, полна сюрпризов. И ты будешь просто вот просыпаться в предвкушении нового дня, да, а засыпать, вот, как говорится, говоря спасибо за прожитый день. И ты поймешь, что счастье — это не цель, это способ жить.